Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать и показать, как связать тунисским крючком вот такие следки. Вот тунисский крючок. Вот что он из себя представляет, если кто не в курсе. Я буду вязать номером 3,5. И вот такие следки получаются. Вот один, второй в камеру не влазит. Вот так вот. Вот второй. Связаны они нитками акрил, стопроцентный. Поэтому, когда вы будете вязать, если акрилом, то обязательно свяжите образец и постирайте, потому что он растягивается. И потом уже делайте расчеты. Причем тунисским крючком мы будем вязать, расчеты делать все по той же схеме, которую вы уже видели раньше. Вязать можно тоже тунисским крючком и тоже на любой размер, исходя из этой таблицы. Главное сделать расчет. Для начала свяжем образец и посмотрим, сколько тунисских столбиков в 10 сантиметрах. Вот у меня их 20 штук. Значит, 10 сантиметров это 20 тунисских столбика. Берем нашу таблицу и смотрим. Вот плотность вязания 20 петель в 10 сантиметрах. Причем вяжут круговыми рядами, то есть либо на круговых спицах, либо на 4 спицах, чулочно-носочных. Значит, вяжут они на 4 спицах. Значит, вязать я буду на 37 размер. 37 размер. И вязать я буду тунисским крючком односторонним номер 3,5. Значит, кто захочет вязать на 37 размер крючком 3,5, подбирайте под крючок пряжу и вяжите со мной. У кого другие параметры, вяжем по таблице. Теперь берем нашу таблицу, значит, и смотрим. Вот 37 размер, число петель наборного ряда, 44 петли. Причем вяжут они, заметьте, в круговую. То есть либо на круговых спицах, либо на 4 чулочно-носочных. Вот. Рисуем. 4 спицы. 44 петли. Мы будем вязать. Вот видите, у нас изделие-то одна половина, и тут вторая половина. Значит, мы это вязание круговое делим пополам. И будем на каждую половину вязать только по 2 спицы. То есть количество столбиков с 2 спиц. Теперь по поводу подошвы. Значит, вот эти 2 спицы, то есть 22 тунисских столбика, полностью вся ширина. Теперь нам нужно найти подошву. Видите, половина здесь, половина здесь. Подошва эта переходит в пятку. Вот она. А как мы знаем, пятку вяжут на одной спице. Вот. Но ее тоже надо разделить пополам. Значит, мы 11 делим на 2. Получаем 5,5 тунисских столбика. От всей высоты
вот от этой половины, от 22 отнимаем вот эту часть подошвы, которая уходит в пятку. 5,5. Получаем 16,5 тунисских столбика. Но вот для этой части узора он переходит, этот узор, из основного вязания переходит в носочную часть, в мыс. Должно быть количество тунисских столбиков такое, чтобы делилось на 3. То есть должно быть 15, 18, 21 и так далее. У меня самое близкое число лучше увеличить. 18 тунисских столбиков. Чтобы получить 18 тунисских столбиков, я должна от подошвы отнять и приплюсовать сюда. То есть вот от 5,5 я отнимаю и перекидываю сюда. То есть я добавляю 1,5 тунисских столбика и получаю 18. А отсюда от 5,5 убираю эти 1,5 столбика и получаю 4 тунисских столбика. Вот и весь расчет для половины этого изделия. То есть нам, в принципе, нужно будет сначала набрать вот эту часть, 18 тунисских столбиков, связать мыс, и далее я вам покажу. Теперь дальше. Значит, все наше изделие, вернее, длина подошвы в 37 размере, 23,5 сантиметра длина. Вот нарисую я вам длину. Значит, общая длина, поставим букву С, 23,5 сантиметра. Теперь от этих 23 сантиметров мы должны будем отнять 4,5 тунисских столбика. Это у нас 2 сантиметра. Вот в 10 сантиметрах у нас 20 тунисских столбиков, а в 1 сантиметре 2. Значит, вот эти 4 тунисских столбика, 2 сантиметра, мы должны убрать с одной стороны. Вот здесь 2 сантиметра. А здесь нам нужно отнять в мысе. Значит, вот мы в этой части отняли 2 сантиметра. Вот она, пяточная часть будет у нас. А здесь впереди в мысе нам нужно отнять вот эту ширину. Вот оно идет радиусом по центру одной длины. Все это дело. Значит, получается, что здесь у нас 9 сантиметров. Если 18 тунисских столбиков, это 9 сантиметров. Вот мы их должны вот здесь отнять.
И остается у нас вот на центральную часть, вот на эту, от пятки до вязания узора, считаем, сколько мы должны от 23,5 отнять 2 сантиметра и отнять 9 сантиметров. Получается, так, здесь будет 11, 12,5 сантиметров. Значит, от пяточной части до вязания мыса по прямой у нас должно быть 12,5 сантиметров. Ну и теперь давайте начнем вязать. Делаем первую петлю, каждый делает по-своему, и набираем цепочку из воздушных петель, как обычным крючком. Вот у меня 2 петли получилось на крючке. Если вы будете вязать, как я, первую петлю не затягивайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мы набираем 18 воздушных петель для 18 тунисских столбиков. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И нужно набрать еще одну дополнительную воздушную петлю. 19. Одну петлю пропускаем, в следующую вводим крючок и вытаскиваем петлю. В следующую петлю ввели, вытащили. Итак, мы должны в каждую петлю ввести крючок и вытащить петлю. Так, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Вот последняя петля не затянутая. 18. Вот теперь эту петлю мы затянем. И у нас край будет ровный. Теперь провязываем. Вот накид сделали. Одну петлю. Затем по 2 вместе. Это будет 2 уже. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 мы закрываем и вытягиваем петлю. И у нас начало тунисского столбика второго ряда. Теперь набираем вот из-под этих петелек. Это вообще-то называются передняя ножка тунисского столбика. А вот здесь есть еще задняя ножка тунисского столбика. Вот за переднюю ножку. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17. А 18-ю петлю вытащим вот отсюда. Вытаскивайте подлиннее, чтобы у вас вот, значит, эта петля была такой же длины, как и первая. Иначе у вас получится, что с правой стороны будет растянуто, а с левой будет сужено. Поэтому вытягивайте. И опять провязываем сначала одну петлю, потом по 2 вместе. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и вытянули. Точно так же вяжем третий ряд. Вот за переднюю ножку вводим крючок и вытаскиваем петлю. И последнюю петлю набираем вот отсюда. И опять сначала провязываем одну петлю, потом по 2. И сразу вытянули. Вот мы провязали 3 ряда. 1, 2, 3. Вот у меня провязано 1, 2, 3. В 4-м ряду мы начнем вязать узор. Значит, сразу хочу сказать, кто первый раз вяжет жаккард, возьмите несложный узор, чтобы вам не нервничать, если не получится, и легко вязать его. Я вот хотела сначала связать листик, но он мне не понравился. Вот такие сложные узоры пока не берите. Вы можете взять какой-то элемент от узора, допустим, кусочек какой-то взять и связать, или завитушку какую-нибудь связать, но не сложный. Это для тех, кто вяжет первый раз жаккардом. 4-й ряд вяжем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот у меня должно остаться 1, 2, 3, 4, 5. Вот здесь 2 петли мы будем уже провязывать, вернее 2 тунисских столбика другой нитью. Значит, постарайтесь подобрать нить другого цвета под толщину основного вязания. У меня вот не было, мне пришлось в 2 нитки взять. Значит, провязываем другим цветом. Раз. Нити перекручиваем и провязываем второй столбик тунисский. Опять перекрутили, вяжем основным цветом.
3, 4. И вот здесь 5. Теперь закрываем. 1. И дальше по 2 петли вместе. Вот дошли мы до зеленого цвета. Нить перекручиваем вот таким образом. И провязываем. Опять перекручиваем и провязываем. Значит, когда вы будете вязать по схеме, смотрите, где у вас начнется следующий элемент этой нитью. Видите, у меня в следующем ряду, вот они находятся где. Сейчас я вам покажу, как сюда протянуть нитку. Так, теперь берем основной цвет, провязываем им, затем перекручиваем опять основным, это мы уже 2 провязали, опять перекручиваем, 3 провязали. Вот мы провязали 3 столбика, а вот эта нить, которой будем вязать узор, подошла только, видите, напротив второго столбика, там, где нам и нужно. Дальше заканчиваем. Вяжем следующий ряд. Опять набираем петли из тунисского столбика. Вот, теперь у меня по схеме должен быть зеленый цвет. Вот раз провязали, перекрутили нитку. 2 провязали. Можно в обратном направлении перекрутить. Теперь у нас 2 столбика основным цветом. 1. Опять перекрутили. Еще 1. Затем 2 столбика другим цветом. Вот 1. Перекрутили еще 1. Дальше вяжем основным цветом. 1, 2, 3, вот отсюда. Закрываем столбики 1, 2, 3. Теперь надо зеленым цветом вязать. Поднимаем зеленый, перекручиваем опять зеленым, перекручиваем основным цветом, опять перекручиваем, опять основным, затем поднимаем зеленый цвет, перекручиваем, еще раз зеленый цвет. Вот видите, нитка далеко как. Вот ее перекрутили. Все. И вяжем дальше основным цветом. Так, следующий ряд вяжем.
Опять набираем петли для тунисских столбиков. Так, этот мы провяжем, перекрутили. Следующий тоже провяжем основным цветом. Дальше у нас зеленый, перекрутили, опять зеленый, перекрутили, основной цвет. Вот мы уже почти закончили этот узорчик маленький. Ну и давайте будем закрывать этот ряд. Провязываем одну, затем по две. Вот теперь надо зеленым цветом закрывать. Поднимаем зеленый цвет. Закрыли одну, перекрутили, вторую петлю закрыли, вернее тунисский столбик. Опять перекручиваем следующую и дальше закрываем. Так, дальше я вам покажу, как эту нитку тянуть к следующему элементу. Так, вяжем петли. Вот здесь мы, вот видите, он у нас, этот цвет, практически между столбиками. Поэтому еще одну провяжем петлю. Дальше перекрутим, вяжем следующую, следующий столбик. И вот отсюда, вот у нас сбоку. И вытаскиваем. Закрываем тунисские столбики. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь эту нитку, вот эту, надо поместить вот здесь, потому что здесь у нас начнется следующий столбик. Значит, мы ее перекрутим, подтянем, еще раз перекрутим и подтянем. Вот. И вот у нас эта нить, видите где? Только еще над первым столбиком, а надо, чтобы он вот здесь был, этот цвет. Значит, еще раз нужно нам перекрутить. Вот так. Вот, подтянули. Теперь у нас эта ниточка как раз столбик над столбиком. Вот отсюда мы и начнем. Сейчас я вам еще раз покажу. Этот ряд мы закрываем. Так, и следующий вяжем.
перекрутили. И вот сюда вывязываем один столбик. Перекрутили. Нужно в другую сторону или также по часовой. И вот сюда. Вот, видите, и ровно встали. Вот, вывязали мы вот эту часть. Значит, и дальше так вяжем. Вот у меня поместилось 4 элемента. Можно было бы, конечно, еще один вместить, если начинать с самого начала. Но он бы тогда ушел почти в пятку. Я не стала сдвигать его в левую сторону. Некрасиво было бы. Вот, я оставила так вот практически по центру. Значит, и дальше мы вяжем нитью основного цвета. И вот отсюда берем один и дальше по 2 петли. Опять закрываем вот зеленым цветом. Раз. Перекрутили. Сюда 2. Основным цветом. И вот эту нитку надо подтянуть напротив вот этого столбика второго, чтобы вот так вывязать. Значит, мы опять перекручиваем, подтягиваем. Вот он, видите, расположился напротив второго столбика как раз. То есть первый столбик мы будем вязать. Вот этот цвет расположился там, где и нужно. И заканчиваем ряд. Так, теперь вот что хочу сказать. Если кто будет вязать по моему размеру, то есть на 37 размер, с крючком тунисским номер 3,5, когда довяжете 4 этих элемента, я вам покажу, чтобы нитку не обрезать вот эту зеленую, дальше куда ее деть, чтобы вот сюда перейти. Ну вот связала я 4 элемента этих одинаковых. Вот закончила второй столбик закрывать, значит, темным цветом. И дальше смотрите. Дальше у нас 2 ряда будут после этого нитью основного цвета, а зеленый будет только вот 3-й ряд. И чтобы нитку не обрывать, сейчас я вам покажу, как сюда перевести ее. Значит, что мы делаем? Нитку эту крутим, перекручиваем с нитью основного цвета. Вот видите, она идет у нас в правую сторону, эта нитка зеленая.
Итак, подвели мы эту нитку, значит, к краю. И теперь нам нужно после этого узора 2 ряда провязать основным цветом. Значит, не забывайте эту нитку перекручивать. Вот сейчас будем набирать. Значит, вытянули петлю. Перекрутите нитку. Мы ее будем тянуть к следующему ряду, где будет зеленый цвет. Не забывайте. Вот сейчас один ряд провяжем с вами. Последний провязали, вытянули. Вот здесь опять нитку не забудьте перекрутить. И должны вывязать еще один ряд. Полностью почти. Ну, не довязывайте до конца. Я вам покажу. Вот где-то петли 3-4 останется. Я вам покажу, как закончить ряд. Вот довязываю я второй ряд до конца. И вот эти последние петли мы должны провязать нитью другого цвета. Вот, мы вроде закрыли ряд, а петля пошла на следующий ряд. Вот, теперь мы вяжем до конца эту полоску. Тоже провязываем сначала одну петлю, потом по 2. Вот, дошли до конца, а закрываем мы нитью другого цвета. Вот так. Значит, здесь у нас 18 тунисских столбиков. Теперь мы с вами вяжем вот этот мыс. Вот мыс. Он состоит из 3 клиньев, сегментов. Вот начнем вывязывать первый сегмент. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Вот здесь под петли берем. И теперь мы вяжем укороченные ряды. Теперь мы сразу 2 петли провязываем вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 провязываем другим цветом. И считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И вот здесь 17 под 2 петли. Опять провязываем сразу 2 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 провязываем основным цветом. Вот так. Опять набираем. 1 есть, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 берем из-под этих 2 петель. Вот так. 16. Опять закрываем 2 сразу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот так закрываем. Вяжем следующий ряд. 1 петля есть. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 берем вот из этих 2 петель. 15. Сразу 2 петли вместе. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 берем петлю. Вот так провязываем. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 11, 12, 13, 14. Сразу 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 зеленой ниткой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13 из-под этих петель. Закрываем сразу 2 петли вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и первый столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 вместе сразу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Меняем нитку. 10. Я вам покажу первый клин, а 2 остальных вы будете вязать сами. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 сразу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поменяли нитку. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сразу 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все. Вот смотрим. Значит, у нас одна полоса. И дальше на убавление пошло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 полосок. И теперь точно так же вяжем зеленую полосу целую. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше вот здесь берем 7. Здесь за 2 берем 8. Здесь за 2 9. Вот таким образом. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Так, проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Вот здесь 17, которая пошла на убавление. 17. И вот начальная 18. Теперь этот ряд вяжем без убавлений. Вот одну провязываем, а потом по 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Меняем нитку. 18. И вот этот ряд я вам покажу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16. Вот здесь 17. Вот за 2 берем. И 18 вот эта петля. Ну вот она. Всю захватите. 18. А вот теперь по 2 петли вместе. Давайте еще раз покажу, где цепляться. Значит, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Вот здесь 17. И вот она, 18. И теперь по 2 вместе. Сразу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Вот, мы один клин с вами связали, один сегмент, и начали второй. Итак, вы должны провязать их в общей сложности 3 сегмента. Вот, 2 по бокам и 1 в центре. Далее вяжите самостоятельно.